Так, друзья, всех приветствую. Неоднократно возникал вопрос по поводу хоткеев, горячих клавиш, которые используются в игре. В этом видео расскажу, какие использую я, как удобно мне играть, может быть, кому-то это будет полезно и интересно. Начну с того, что у меня здесь слева наверху должна быть клавиатура, может быть, не самая красивая, но это лучшее, что я смог придумать. И справа наверху также отдельно кнопки, которые я буду нажимать, они тут будут динамически меняться, кому что удобнее и нагляднее. Значит, начну с камеры, да. Камерой я управляю на кнопочке VASD, S, соответственно, вниз, W вверх, А влево, D вправо. Таким образом я взаимодействую с камерой, помимо того, что мышкой я могу ввести ее по границам экрана. VASD у меня на камеру. Приблизить, отдалить колесико мыши, здесь все стандартно. Также на кнопочке Ctrl и стрелки, Ctrl вверх, Ctrl вправо, вниз, влево, я меняю вид камеры и карты, кручу ее на 90 градусов. Как это можно использовать? Следующим образом, если я начинаю с базы, которая расположена наверху, я поменяю камеру, переверну ее таким образом, чтобы моя база оставалась внизу. Так мне лично играть удобнее. Здесь внизу карта, вот эта панелька с командами. Наверху у меня большая видимость для каких-то действий. Таким образом, если я играю, то мне сложнее смотреть, что здесь у меня происходит внизу. Знаю, что кто-то играет еще в формате слева направо, но я не настолько преисполнился, чтобы играть на таком уровне. Так мне не очень удобно. Вот это удобный для меня вариант. Попробуйте, может быть, вам тоже так будет удобнее. Что касается взаимодействия с постройками, с заводами, лабами и так далее. Здесь я использую цифры на правой цифровой клавиатуре. Таким образом, все заводы у меня стоят на кнопочку 1, все киборг заводы на кнопку 2, все втол заводы, их сейчас нет, на кнопку 3, все лабы на кнопку 5, на цифру 5. Каким образом это можно использовать? Когда начинается игра, и мне нужно быстро прокликать очереди, прокликать исследования, я могу постоянно нажимать на пятерочки и здесь быстро выбирать, что мне нужно исследовать. То есть запускается игра, я нажимаю 5, 5, 5, 5, 5. Промахнулся вот сюда, если я играю, например, там стандартно на пушках. Также быстро я прокликиваю очереди, например, 1, 1, 1, сюда, 2, 2, 2, 2, 2, сюда. И вот я быстро, буквально в первые секунды начала игры, я все прокликал. Дальше также можно прокликать, поставить цикл, и здесь то же самое. Вот. И таким образом можно быстро взаимодействовать с своими строениями. Далее также на цифру 4 и 6 я использую поворот строения на 90 градусов влево, точнее против часовой стрелки, либо по часовой стрелке. Каким образом это можно использовать? Когда мы строим защитные сооружения, особенно крепости, целесообразно их разворачивать в сторону противника, потому что пока они повернутся, пока они выстрелят, проходит время и эффективность теряется. То же самое касается заводов. Например, если нам снесли какой-то завод, если мы его начинаем просто отстраивать, как правило, он будет у нас смотреть вниз, не в сторону врага. Что нам нужно сделать? Мы выбираем завод, я нажимаю 2 раза поворот и разворачиваю его в сторону противника. Далее, что касается взаимодействия с вот этим меню, производство, исследования и так далее, здесь я использую только кнопку F4, дизайн юнитов. Она удобно расположена, и мне на нее удобно нажимать либо сюда мышкой, но чаще всего я нажимаю F4 и здесь уже работаю с дизайном. Как сделать таким образом, чтобы изначально юниты на старте игры уже добавлялись в меню дизайна? Когда мы создаем какого-то юнита, здесь появляется кнопка «Сохранить дизайн», вы можете ее нажать, он у вас сохранится, и в дальнейшем вот этот юнит будет присутствовать у вас на старте игры, при условии, что здесь исследовано все, что для него нужно. Тело, корпус и ходовая часть. Далее, что касается юнитов и взаимодействия с ними. Здесь уже более интересно.
Юнитами я управляю в основном на кнопке Q и E. Что это означает? Если я нажимаю кнопку Q, у меня выбираются все боевые юниты, то есть танки и киборги в данном случае. Просто кнопку Q выбирает всех юнитов, кнопка E, она дает им команду отступать при средних повреждениях. Та же самая команда находится вот здесь, отступать при среднем уроне. Вызов вот этого контекстного меню, либо правой кнопкой на юните, либо у меня это стоит на кнопку Tab. Я нажимаю Tab, и я могу здесь управлять вот этими командами. Соответственно, каким образом происходит взаимодействие с армией? Я нажимаю Q, E и отправляю ее куда-то двигаться, чтобы она всегда была мобильная. Снова Q, E и нажал мышкой. Q, E, нажал мышкой. Q, E и мышка. С командами, которые мы присваиваем юнитов, здесь все стандартно. Выбираем какой-то кусок, я нажимаю Ctrl-1, Ctrl-2, 3 и так далее. И юнитам выбранным присваивается группа. Ctrl-tilde группу отменяет. Ремки я предпочитаю ставить на кнопку на группу 4, потому что первые три у меня используются, как правило, для армии. И, соответственно, ремки я ставлю на... Выбираем опцию принимать отступающих юнитов, чтобы они отходили на ремонт на ремке. И также держать позицию. Держать позицию у меня также стоит на кнопку G, английскую. Кнопка G. Если мне нужно остановить ремки в какой-то точке, я нажимаю G, все, они останавливаются. Далее, ремки я подведу сейчас сюда, чтобы на них юниты могли отступать. Таким образом получается следующая картина. Юнитами я управляю через Q, E. То есть я постоянно нажимаю Q, E, и у меня те юниты, у которых здоровье зеленое, полное, они продолжают атаковать, воевать. Те, которые повреждены, они отправляются на ремонт. Вот эти желтые, красные и так далее. Это наиболее эффективный способ, как можно взаимодействовать с армией. Всегда у нас актуальная армия с зеленым здоровьем, она здесь воюет на фронте. Те, которым нужно отходить на ремонт, они, соответственно, отходят и ремонтируются и возвращаются обратно. Я нажимаю Q, зеленые юниты здесь, которые отремонтировались, они снова добавляются в эту же группу. Далее, если мне нужно выделить какую-то отдельную группу и не взаимодействовать с ними, то здесь у меня появляется уже дополнительная кнопка Alt. То есть Alt-Q у меня выделяет всех юнитов без группы. Группой, соответственно, я могу взаимодействовать здесь отдельно. То есть вот эти у меня юниты в первой группе, вот эти Alt-Q в этой группе. Как это можно применять? Ну, во-первых, разделять свою армию на разные группы, на разные составляющие. И взаимодействовать, допустим, как вариант следующим образом. Вот эту группу я хочу отправить куда-нибудь в тыл, в бок, отвлечь соперника. Я выбираю эту группу, нажимаю Tab, нажимаю без отхода и отправляю их там куда-нибудь во врага. Вот этой группой я продолжаю взаимодействовать, как и до этого, только теперь я нажимаю Alt-Q-E. Alt-Q-E. Они также у меня ездят, ремонтируются и так далее. Но вот эта группа, она у меня уже не выбирается. Если бы я нажал просто Q, то у меня выбрались бы и эти юниты, и эти. И тогда моя группа, вот эта, она поломалась бы, и они снова бы также отступали, мне пришлось бы это менять. Поэтому я нажимаю Alt-Q-E, Alt-Q-E, и все. Эти продолжают идти, отвлекать соперника, там все что угодно делать, на ремонт они уже не отходят. Alt-Q-E. Также группы можно присваивать заводам, и группы, и, по-моему, команды, не помню. Да, вот правой кнопкой мы можем присвоить какую-то опцию сразу, например, отступление, или там, нажать также Ctrl-1, Ctrl-2 и присвоить им группу, но, честно сказать, работает это как будто немного кривовато, и я это не использую, мне это только обычно мешает, и толку от этого никакого нет. Дальше, что касается еще взаимодействия с армией, если я хочу выбрать отдельно киборгов, они у меня выбираются на кнопку C английскую. C, потому что киборг по-английски. Отдельной кнопки на выбор всех юнитов, кроме киборгов, у меня нет. Мне это не нужно.
Каким образом это можно использовать? Я могу нажимать QE, например, в эту точку, C, E, вот в верхнюю точку. Киборги у меня будут выходить и вставать, например, щитом перед юнитами. То есть QE выбрал всех, CE выбрал только киборгов. Вот они у меня разделились и вышли вперед. Я сейчас сменю здесь киборгов, чтобы не было слишком много. Вот. Таким образом это работает. Также как можно применять всю вот эту опцию. Например, я хочу переплавить армию, у меня ее слишком много, я на лимите. Мне нужно какую-то устаревшую технику отправить на утилизацию. Команда на утилизацию у меня стоит на кнопку R. R, потому что recycle. Она, по-моему, стандартно так стоит. Что я могу сделать здесь? Я могу выбрать юнитов, которые я хочу переплавить. Я нажимаю кнопку Z. Z — это выбор всех юнитов того же типа. Опять же, это настроенные под меня клавиши. По умолчанию они другие. Я нажимаю Z. Я нажимаю R. И этим юнитам я должен присвоить какую-то группу, например, 8, которая далеко находится, с которой я не взаимодействую. И дальше они отправляются на ремонт, а я могу, нажимая Alt-Q-E, снова взаимодействовать с юнитами, которые мне не надо было переплавлять и утилизировать. Они продолжают воевать, а вот эти устаревшие едут утилизироваться. Таким образом я обновляю армию, никак не мешая вот этим боевым действиям, которые происходят здесь на фронте. Дальше по поводу взаимодействия еще с армией. Выбор всех строителей техники у меня находится на кнопке Shift-T. То есть я нажимаю Shift-T, у меня выбираются все строители, которые на колесах, там, на полугусеницах и так далее, не киборги. Как это можно применять и в какой момент? Предположим, у меня строители строили какие-то ремки, здесь мобильные ремки стоят, а в меня бежит враг, и мне нужно быстро отступать. Например, какой-то огнемет меня здесь рашит, и я понимаю, что он сейчас меня здесь всю мою армию, соответственно, подожжет и снесет. Что я могу сделать? Я могу быстренько выбрать Shift-T, отправить танки сюда, 4 отправить ремки сюда, юнитами продолжать атаковать. Но уже я им выберу, например, там, без отступления, чтобы они не тупили. Буду разделять армию. Здесь меня будет рашить огонь. Но тем не менее я увел своих юнитов быстро из-под огня строителей и ремки. Если дальше продолжать меня ехать, я еще раз нажму Shift-T, уберу их ниже. 4 уберу ремки ниже, ну и так далее. То есть строителей можно использовать вот таким образом. Ну, либо опять же, если мне не надо их искать по всей карте, я могу нажать Shift-T и там повести их строить какое-то строение, которое мне нужно. Также группы можно использовать для работы с артой, можно и нужно использовать для работы с артой. Например, чтобы вот так вот арта не каталась внутри армии, мы можем выделить ее в отдельную группу, например, группу 1. Отделить отдельно от армии, присвоить ее сенсору. Теперь через Alt-QE также я продолжу взаимодействовать с армией. Сенсор у меня уже будет тут работать отдельно. То есть сенсором я могу куда-то ехать, нажимать G, чтобы он вставал, да, и не катался, и фокусировал какой-то юнит вражеский или постройку. Да? То есть я могу мобильно управлять, нажимая вот эту кнопку G, или же держать позицию. Это очень удобно, когда идет перестрелка артой, фокус расширки или сенсора. То есть я могу ехать, нажать G, он сфокусировался куда-то, я могу снова проехать, нажать G, он снова куда-то сфокусировался. Арта стреляет по траектории движения юнита, то есть если он будет ехать у меня, например, влево, я нажму G, то арта, которая в этот момент выстрелила, она попадет куда-то сюда. Не в него четко, а сюда, потому что он ехал с определенной скоростью в эту точку, и тем самым можно доджить атаки арты на сенсор. Поэтому часто я предпочитаю строить на воздушной подушке, на ховере первый сенсор, чтобы вот таким образом перебивать вражескую арту и чтобы мой сенсор жил дольше. Вот, арта, соответственно, вот у меня выделяется на отдельную кнопку. Также можно выделять
арту на какие-то две группы. Допустим, первая арта будет работать по сенсору, а какая-то другая группа артиллерии на другой группе, она будет работать, например, по КБ. Но это уже более продвинутые такие темы. Сейчас видео не об этом. Это просто как дополнительная опция, как можно работать с группами и зачем они вообще нужны. Что касается втола, с ним схожее взаимодействие. Втол у меня выбирается на английскую кнопку V, потому что втол. Соответственно, V — это выбрать весь втол, который у меня есть. Здесь у втола есть тоже несколько опций. Он может быть раненый, он может быть разряженный. Допустим, какой-то втол у меня полетел и пострелял в кого-то, да, он разрядился. Если мне нужно выбрать весь втол, который полностью заряжен, то я буду нажимать Alt-V. Таким образом, я выбираю вот этот втол, который заряжен, а этот, соответственно, будет ремонтироваться. Alt-V только заряженный, V полностью весь втол. Мне не нужно, например, выбирать тот втол, который зарядился здесь на один заряд, чтобы он бессмысленно туда-сюда летал и ничего там особо не снес. Поэтому я нажимаю Alt-V и полечу только заряженным втолом. Если, допустим, у меня есть втол, который немножко поврежден, вот такой. Если я нажму V, то он у меня выберется. Alt-V он тоже выберется, потому что он заряжен, но поврежден. Соответственно, если мне нужно выбрать только тот втол, который и заряжен, и с полным здоровьем, то я буду нажимать Alt-V, выбираю только заряженный. Дальше я нажимаю E, оставляю только, даю ему команду отступать при средних повреждениях. Присвою какую-то группу вот этому втолу. Дальше выберу весь втол и выберу снова без отступлений. На кнопке 2 у меня в этот момент будет только тот втол, который мне нужен, заряженный и зеленый, а этот продолжает ремонтироваться. Да, тут много кнопок, но это просто дело уже привычки и для пущей эффективности. Это не обязательно, можно просто выбирать весь втол или хотя бы только заряженный втол и им летать. Как летать втолом и про атаку. Когда мы выбираем втол, чтобы он летал и сам выбирал, какие цели он будет атаковать, нужно нажать кнопку Alt и нажать в какую-то зону пустую. Тогда он будет летать, выбирать цели и убивать все то, что он видит на пути своем. Да, вот этот сейчас еще пролетит, и вот он выстрелил. Alt и на мышку. Тогда юниты будут бить все, что они видят по ходу своего радиуса. То же самое можно делать с армией. То есть я нажимаю Alt, нажимаю в свободную область мышкой, и они, соответственно, первого попавшегося врага в зоне видимости, они будут атаковать и двигаться дальше до того места, куда я кликнул. То есть вот они увидели, встали, начали бить. Для армии, может быть, это не так прям целесообразно, не всегда, но для втола это исключительный способ взаимодействия со втолом, правильный, эффективный, скажем так. То же самое работает для сенсора, и это удобно иногда использовать. То есть я выбираю сенсор, здесь к нему привязана какая-то арта, я сенсором нажму Alt на эту точку, и он будет, соответственно, видеть какой-то юнит, сфокусировался на него, все, никого не видит, поехал дальше. Опять же Alt и нажимаю кнопку, вот он поехал дальше, все, увидел, встал. Здесь, там, если арта далеко бьет, она будет стрелять раньше. Таким образом тоже можно более эффективно использовать свой сенсор. Дальше, что еще из оставшихся команд можно сказать, что можно еще использовать. Alt-H это поставить метку, либо на карте куда-то, если вы хотите ставить, либо здесь непосредственно на самом поле. Дальше, если мне нужно найти все радары, которые у меня есть в армии, и где-то у меня там много построек, много всяких юнитов и так далее, то я могу нажать Shift-S
у меня это будет выбор всех радаров, но это я использую редко. Кнопка B есть еще английская, если мне нужно быстро переместиться на базу, она центрирует на штабе. Также есть кнопка U, это выбор вообще всех юнитов, которые у меня есть. Ее я использую достаточно редко, ну, точнее вообще не использую. Это юниты, по-моему, именно боевые все. Да, это боевые юниты. И есть еще Ctrl-U, это вообще все юниты. Практически не использую эту кнопку, но, возможно, иногда может пригодиться, но для меня по опыту никогда особо с ней не взаимодействую. Вот, собственно, все. Это все основное, что я использую в игре. Для того, чтобы ваша игра и скилл поднялись на уровень выше, самое основное — это в моем случае QE, взаимодействие с армией, отправка ее на ремонт. Это первое, что нужно взять за основу, к чему привыкнуть и каким образом взаимодействовать с армией. Также целесообразно еще для заводов вот эти точки сбора выводить выше. Либо нажимаем на саму точку и выводим вперед, либо также прокликиваем через быстрые клавиши, и вот здесь вот эта кнопка, точка прибытия, ее, соответственно, ставим куда-то вперед. Таким образом, те юниты, которые у нас вылезают, допустим, вот эти сейчас там сделаются, они не будут застревать где-то здесь, они будут сразу ехать на фронт и атаковать. То есть, например, мы где-то затупили, где-то там в лабах что-то делаем, юниты тут же поехали, как только выехали. То есть не тратится время на какие-то простои здесь. Это целесообразно делать для киборгов, соответственно, и для танков тоже. То есть прокликали, когда там есть свободное какое-то время, передышка. Все, они не застаиваются здесь, они продолжают ехать сразу. То есть эффективность также повышается. На этом, я думаю, все. Вроде бы ничего не забыл. Сами кнопки я еще напишу в описании к видео, что за что отвечает и для чего используется. Так что пробуйте, экспериментируйте, настраивайте под себя, что и как вам удобнее. Можете взять мои идеи, можете написать, что еще используете вы, и дать какие-то советы, рекомендации со своей стороны. Всем удачи!